Криптоэнтузиасты, приветствую вас на канале. Итак, ну что, на данный момент у нас есть небольшой приток капитала в рынок, но это совсем не то, о чем хотелось бы на данный момент говорить, потому как сильнейшая коррекция произошла на крипторынке, биток у нас показывает слабость, разворот. И, конечно же, не произошло то самое знаменитое событие, за которым мы, конечно же, весь этот период времени ожидали. Это альт-сезон. Его нету. Эфириум показывает самый максимальный, конечно же, самое максимальное давление на крипторынке. И самый негативный сценарий на данный момент, самый негативный квартал на данный момент. Это просто трэш. Полное разочарование в эфириуме. Эфириум относительно биткоина просто упал в днище. И также мы видим то, что опять же приток капитала в биток, XRP, BNB, Solana, Dogecoin. Все, даже в эфириум нету, он показывает слабость. Самые сильные альткоины XRP, BNB, Solana, Dogecoin. Все на данный момент. Считается, что это самые максимальные такие сильные альткоины. Также, что у нас по капитализации? 2 триллиона 650. Все. 1 триллион капу сдули. Это просто медвежье настроение на рынке. Я считаю, что здесь настроение медвежье. Хоть и некоторые показатели показывают о том, что у нас крипторынок еще не достиг своих пиковых значений. Но настроение уже максимально медвежье. Даже я уже потихоньку начинаю верить в медвежку, но я в это не верю, потому как у нас не было альт-сезона. Итак, капитализация у нас вообще сдутая полностью. Может быть такое, что будет сценарий, как на коронадампе. Цена биткоина, если мы посмотрим, допустим, 2021 год, у нас здесь по RSI была здесь медвежья дивергенция. Вот у нас одна вершина, вторая вершинка тоже перебили, но сила уже была слабая. Аналогичная ситуация здесь, смотрите, в марте одна вершина, в декабре вторая вершина, цену перебили и все. Здесь уже формируется разворотное движение по биткоину. Медвежья дивергенция по RSI. Также мы видим то, что у нас была сильнейшая свеча откупа. Вот эта вот свеча молот сформирована. Шикарнейшая свеча молот в конце февраля. Но прошлой неделькой мы эту свечу полностью перекрыли. И эта неделя даже закрыла ниже, чем этот фитиль. Не знаю, может быть произойдет какая-то манипуляция на рынке. И биток действительно пойдет в рост. Посмотрим, понаблюдаем. Но здесь очень медвежье настроение. Очень медвежье настроение. Это просто трэш. И мы не увидели никакого движения на альте. Я знаю человека, который на данный момент покупал весь 22 год биткоин, вот здесь вот, он покупал весь 22 год биткоин и не покупал альткоины. Потом он забрал вот это вот движение по биткоину восходящее, и на этой дороге он не покупал альткоины. Только-только начал переливать альткоины уже с осени 24 года. Частично перелил свой биток в альткоины, и эти альты его просто соскамили. Это, конечно же, инвестор, это не трейдер, и он набирал здесь вот биток, как это было в 2021 году и 2017 году, и за счет битка вот здесь вот покупал уже альту. У него примерно здесь было куплено на 50 тысяч долларов биток. Тут у него в пике показывало 150 тысяч долларов. Потом он часть битка перелил в альту. И на данный момент его портфель показывает вот здесь вот уже 50 тысяч долларов. Вот здесь вот он проинвестировал 50 тысяч долларов. Прождал весь этот период времени. И перелил часть битка в альту. И его портфель опять сдулся в 50 тысяч долларов. Получается по факту, что он весь этот цикл просто профукал за счет альткоинов. Не знаю, это просто какое-то разочарование. Я просто не знаю. Я просто не знаю, что будет дальше. Это просто какой-то крах. Это просто какой-то крах с этими альткоинами. Но посмотрим. Я думаю, что все будет у нас хорошо. Также мы можем увидеть данную радугу. Радуга нам показывает то, что биток не приходил еще в зону распределения. Вот у нас такая вот желтая, оранжевая. Это у нас, конечно же, холд. И здесь вот уже говорит о том, что пузырь уже надувается. Вот у нас FOMO. Но мы здесь даже не были. Аналогичная ситуация и еще по одной метрике. Тоже у нас здесь холд.
мы были просто в зоне холда, пузырь не надувается, фома не было вообще по биткоину. Может быть такое, что в дальнейшем еще продолжится рост, конечно же. И опять же колоссальные ликвидации лонгистов. Смотрите, опять же лонгисты страдают. День за днем просто лонгистов выносят вперед ногами. Просто выносят. Но это просто какой-то трэш. Шортисты зарабатывают, лонгистов выносят по максималке. Индекс страхожадности у нас в отметочке страх. Был чрезвычайный страх вчера, сегодня уже страх. Ну, довольно-таки неплохо погрузили рынок в страх. И здесь уже, конечно... Так, будильник. Я думаю, что здесь еще могут такую хорошую недельку подержать рынок в страхе. Эта неделя может тоже закрыться таким страхом, чрезвычайным страхом. И ну, это было бы хорошо для рынка, потому как разворот рынка на страхе всегда происходит. Как говорится, покупай страх, продавай жадность. Также, что у нас по альткоинам? Большое количество альты у нас на данный момент перепродано. Максимальное разочарование у нас идет в альткоинах. Просто-напросто все инвесторы начинают потихоньку скидывать. По всей видимости, видно то, что на битке формируется разворот. И идет разочарование в альте. Все сбрасывают альту. Все альту просто-напросто сбрасывают. За исключением некоторых каких-то щитков. Вот, например, такие как Актион, DF, Альфа, 17-36% банана. Ну, это щитки просто отстреливают и все. Hamster Combat даже был, показал там небольшое движение. Потом обратно откатил. Это просто трэш. Ну и давайте посмотрим, что там у нас творит эфир относительно битка. Также посмотрим еще некоторые метрики. Биток вообще, ну, просто действительно на рынке страх присутствует. Не было никакой эйфории. Конечно же, за исключением некоторых красавчиков, которые смогли заработать. Ну, опять биток относительно, вернее, эфириум относительно биткоина просто летит в тартарары. Смотрим. Сегодня у нас обновление лоя. Знаменательное событие. Сегодня вот буквально за вот этот вот час мы видим то, что эфир относительно битка просто скамится. И летит в ад. Итак, на недельке. Все, проторговали мы эти фитили. Мы с вами их рассматривали и... В принципе, я говорил, что здесь интересная магнитная зона. Мы их проторговали. Здесь пряталась ликвидность. Теперь дальше. Интересные зоны у нас по эфиру относительно битка. Есть еще вот этот вот фитиль. Когда-то тоже я в видео рассматривал. И говорил, что тоже интересная зона. Вот этот вот фитиль. Ну, а тут, в принципе, что у нас остается? Максимально. Это, конечно же, 0,02. 0,02. Ну, а дальше там уже все скам. Просто скам. Просто скам. Вот у нас здесь как раз формировался разворот эфириума относительно биткоина. Потому как у нас здесь были вот так вот понижающиеся максимумы и понижающиеся минимумы. Вот минимумы. И здесь у нас был сформирован разворот. Как раз вот этой вот точки. Мы сюда, в принципе... Возвращаемся, и здесь у нас остается еще 9,8%. Может быть такое, что у нас здесь формируется уже все-таки истинное дно эфира относительно битка, а может быть такое, что здесь формируется очередной крупный скам на крипторынке под названием эфириум. Ну, в принципе, вот так вот. Падаем беспощадно. Просто беспощадное падение. Но посмотрим. Чем больше сожмут пружину, тем, думаю, быстрее все у нас это дело развернется. Ибо, если мы в дальнейшем не увидим разворота эфириума относительно битка и уходим на медвежку, это будет нам говорить о том, что этот рынок уже полностью соскамился. И инвестировать сюда ну просто нет смысла. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, всем пока, до связи и мирного неба.